Олегу казалось, что в доме стало слишком тихо. Неестественно тихо. Даже часы, обычно размеренно тикающие на стене, вдруг замолчали. Он сидел за кухонным столом, уставившись в документы, но глаза его были пустыми. Мысли витали далеко от цифр и отчетов. Он сам не знал, почему чувствует такое внутреннее беспокойство. Что-то в последние дни стало не так. Лена, его жена, казалось бы, та же, что и прежде, улыбчивая, спокойная, внимательная. Но Аня, его 10-летняя дочь от первого брака, с ней явно избегала общения. Олег это замечал, но списывал на обычное детское отторжение ко второй маме. Он сам переживал, как Аня примет Лену, и когда та из вежливости перестала спорить и просто стала молчать, он решил, что все налаживается. Но сейчас, когда в дверях появилась Аня, Олег сразу почувствовал неладное. Она была бледна, настолько, что сквозь кожу на висках виднелись голубоватые вены. Глаза, полные страха, и губы, плотно сжатые, будто она боролась с чем-то внутри. Она стояла, не двигаясь, и только ее дрожащие пальцы выдавали, насколько она напугана. «Пап, мне страшно», — наконец прошептала она. Он мгновенно встал. В его груди сжалось что-то острое. «Что случилось, доченька? Ты плохо себя чувствуешь?» Аня кивнула, но тут же покачала головой. И снова кивок. Слезы выступили в уголках глаз, и она быстро шагнула вперед, прижалась к нему, уткнувшись в рубашку. «Ты должен мне поверить, папа, только пообещай, что не подумаешь, что я сумасшедшая». «Я обещаю», — твердо сказал он, гладя ее по голове, «говори все, что хочешь. Я верю тебе». Аня подняла голову. В ее глазах была паника. Мачеха, Лена, она говорит с кем-то по ночам. Но она говорит не по телефону. Она говорит с кем-то из шкафа. В моей комнате. Олег почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Он пригляделся к дочери, она не шутила. Ни намека на фантазию, ни игры. Только ужас. Живой. «Ты уверена?» – осторожно спросил он. «Уже 3 ночи подряд, папа». Я просыпаюсь от шепота. Сначала я думала, это телевизор. Потом подумала, может, она с кем-то говорит по телефону в коридоре. Но нет, я увидела ее. Она сидела у моей кровати. Говорила с открытым шкафом. И голос у нее был другой, не ее. Грубый, мужской, хриплый. Он будто из другого мира. Олег медленно опустился на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Что она говорит? Я не слышу все. Но она всегда заканчивает одинаково, почти готова. А однажды она сказала, он все еще не подозревает. Скоро можно будет забрать ее. И посмотрела в сторону двери, Аня всхлипнула. Я была уверена, что она увидела меня. Но она просто улыбнулась и продолжала говорить с пустотой. Олег почувствовал, как мурашки побежали по телу. Ему захотелось объяснить все логикой: стресс, детские страхи, фантазия, но голос Ани, он не мог быть выдуман. Столько ужаса, столько напряжения. Почему ты не сказала раньше? Я не знала, поверишь ли ты? А если нет, она узнает, что я рассказала. Она всегда говорит, не выдавай меня. Если расскажешь, никто тебе не поверит. И Аня затаила дыхание. Вчера она положила мне под подушку куклу.
Я ее не видела раньше. Она страшная, пап. У нее нет глаз. И она пахла сыростью и землей. Как могила. Олег встал, медленно, тяжело. Что-то в его внутри уже начало понимать, это не просто детская фантазия. Что-то в доме действительно пошло не так. И теперь его дочь в центре всего этого. «Где кукла?» – тихо спросил он. Я выкинула ее в мусорное ведро на улице. Он подошел к окну. Ночь сгущалась. Свет фонаря во дворе дрожал от ветра. Он увидел мусорный бак, приоткрыт, будто кто-то недавно туда заглядывал. Или вынимал что-то. Он не стал пугать Аню еще больше. Только обнял крепче. «Сегодня ночью я буду в твоей комнате. Не волнуйся, я сам увижу. Ты спрячешься в шкафу?» — вдруг спросила она, глядя ему прямо в глаза. Он хотел возразить, сказать, что это глупо. Но потом вспомнил свой страх, когда она говорила про пустые глазницы куклы. И согласился. «Да, я спрячусь в шкафу, обещаю». Вечер прошел в странной атмосфере. Лена была, как всегда, вежлива, ласкова. Она приготовила на ужин овощной суп, рассмеялась, когда Олег похвалил ее, и даже поцеловала его в висок. Аня сидела за столом, сжав ложку, как оружие. Она не ела, только смотрела на мачеху исподлобья. Лена же вела себя, будто все прекрасно. Когда настало время ложиться спать, Аня, молча, пошла в свою комнату. Лена поцеловала ее в лоб, прошептала «сладких снов» и закрыла дверь. Аня молча ждала, пока Олег, как и обещал, войдет в комнату спустя полчаса. Он подошел к шкафу. Все внутри него протестовало. Казалось, он делает глупость. Прячется, как ребенок. Но он вспомнил глаза Ани и полез внутрь. Там было узко, темно, пахло детскими вещами и старым деревом. Он устроился между коробкой с книжками и стопкой пледов, стараясь не шуметь. Закрыл дверцу. Осталось только ждать. Сначала тишина, только его дыхание, пульс в ушах и скрип деревянных досок под ногами старого дома. Прошел час, и вдруг скрип, едва слышный, но четкий. Кто-то открыл дверь, мягкие шаги, босые, по ковру. Он услышал, как кто-то сел на кровать. И тут же голос. Узнаваемый, но чужой. «Спишь, малышка?» Голос Лены, но не ее, как будто она говорила сквозь старый сломанный радиоприемник. Хрипло, пусто, голос, от которого вены в теле Олега застыли. «Все хорошо, скоро закончится. Он ничего не понимает. А ты готова?» «Да, ты готова». Тишина. Потом другой голос, мужской, громче. Не из комнаты, а будто прямо из шкафа. Еще ночь. И тогда ты станешь нашей. Мы ждем, мы здесь. Олега чуть не вырвало. Что-то прошептало совсем рядом с его ухом, как будто кто-то в шкафу, позади него, наклонился к его уху. Ты слышишь, человек? Мы знаем, что ты там. Не спасешь ее. Олег дернулся. Дверца шкафа дернулась. Он попытался открыть ее, но не мог. Она будто заперлась сама собой. Темнота стала плотной, нестерпимой. А потом, щель. Он приоткрыл дверь. На секунду. И увидел. Лена сидела на кровати. Аня лежала, не двигаясь. Над ними черная тень. Высокая, без лица. Из-под кровати вытягивались руки, слишком длинные, невозможные.
Они касались ее ног. «Отец, уже рядом», — зашептала тварь. И вдруг, Лена подняла голову. Посмотрела прямо в щель шкафа. Улыбнулась. Олег захлопнул дверь и зажал рот. Он не знал, сколько просидел в темноте, трясясь от ужаса. Он молился. Он ждал, пока не наступило утро. С первыми лучами солнца он вывалился из шкафа. Аня сидела на кровати, смотрела в одну точку. «Ты видел», — прошептала она, — «теперь ты мне веришь». Он кивнул, плакал, обнял ее. Он не мог больше отрицать. В этом доме творилось нечто страшное. И самое страшное, оно было рядом с ними каждую минуту. Олег сидел в шкафу, не смея пошевелиться. Каждая мышца его тела была напряжена до предела, дыхание сбивалось, а сердце колотилось так, будто вот-вот вырвется наружу. Он не мог понять, как вообще оказался здесь, взрослый мужчина, спрятавшийся в шкафу в комнате собственной дочери, словно ребенок, боящийся ночных чудовищ. Но теперь он знал, все не шутка, не детская фантазия. То, что Аня рассказала ему, было правдой. Чудовища существуют, и одно из них спит с ним под одной крышей. Комната погрузилась в тревожную тишину. Олег слышал, как скрипнула дверь и как кто-то, босиком, почти неслышно, вошел. Затаив дыхание, он чуть приоткрыл дверцу и осторожно посмотрел через щель. То, что он увидел, заставило кровь в его венах остыть. Лена, его жена, та, что только вчера готовила ему борщ и целовала в щеку перед сном, стояла рядом с кроватью Ани. Она наклонилась к дочери и что-то тихо шептала. Ее лицо казалось другим, вытянутым, слишком бледным, а глаза блестели нечеловеческим светом. «Ты не должна была рассказывать», — произнесла она ледяным голосом, — «мы же с тобой договаривались». Тишина — это безопасность. Аня лежала с закрытыми глазами, но по напряженному телу Олег понял, что она не спит. Девочка притворялась, замирала в страхе, надеясь, что мачеха уйдет, что все закончится. Но нет, Лена продолжала говорить, ее голос становился все тише, пока не перешел в едва различимый шепот. Казалось, она разговаривает не с Аней, а с кем-то еще. Олег прижался к стенке шкафа. Ему показалось, что в комнате становится холоднее. Тень в углу начала сгущаться. Он видел, как из-под кровати медленно выползает нечто. Оно было темное, бесформенное, с длинными конечностями и черными, как бездна, глазами. Существо двигалось беззвучно и приблизилось к Лене. «Она боится», – прошептало оно, и голос эхом отдался в голове Олега, «значит, скоро будет готово». Страх питает переход. «Она не сдастся без борьбы», — ответила Лена, — «но ты прав. Она уже надломлена. Осталось чуть-чуть. И тогда ты сможешь войти полностью». Олег закрыл глаза. Это был сон. Должен быть сон. Безумие. Но все ощущалось слишком реально. Холод воздуха, скрип пола, даже запах, какой-то гнилостный, сырой. В этот момент Аня открыла глаза. Она медленно повернула голову к Лене и прошептала. «Ты не мама». Лицо Лены исказилось. Она резко обернулась. Ее глаза вспыхнули. Существо позади нее издало низкий, вибрирующий звук, словно выражая раздражение. Аня не закричала. Она смотрела в упор, с тем ужасом, который невозможно сыграть.
«Непослушная девочка», — прошипела Лена, — «ты подводишь нас. А ведь мы хотели, чтобы все прошло мягко. Без боли». Олег больше не мог оставаться в шкафу. Он вырвался наружу, опрокинув вешалки и коробку с игрушками. Лена повернулась к нему с нечеловеческой скоростью. Существо рядом с ней тоже застыло, уставившись прямо на него. «Олег», голос Лены был удивленно спокойным, «а я думала, ты спишь. Или притворяешься, как она». Он шагнул вперед и встал между ней и Леной. «Убирайся», — выдохнул он, — «я не позволю тебе тронуть ее». «Поздно», — усмехнулась она, — «ты уже позволил. Ты пригласил меня в этот дом. Ты поверил в сказку, влюбился в мою оболочку, впустил без борьбы. А теперь жалеешь. Что ты за тварь?» — выдавил он. Лена посмотрела на него с грустью, будто ему стоило знать ответ. «Я та, что была здесь задолго до вас. До ваших домов, до ваших религий. Я то, что прячется в углах, в темноте, в страхе ребенка перед сном. И ты тоже боишься. Ты так вкусно боишься». Существо рядом задвигалось, оно сделало шаг к нему. Олег схватил настольную лампу и швырнул ее в тварь. Раздался визг, будто стекло режет плоть. Тень отшатнулась, скрылась обратно под кроватью. Лена вскрикнула и бросилась на него. Олег не был готов. Ее сила оказалась нечеловеческой, она оттолкнула его одной рукой, как тряпичную куклу. Он ударился о шкаф и рухнул на пол, теряя дыхание. Аня закричала. Лена медленно пошла к девочке. «Все закончится быстро», — сказала она, — «ты даже не почувствуешь боли». Но Аня, вместо того, чтобы отступить, вдруг поднялась на колени и громко закричала. «Мама, помоги!» Комната содрогнулась. Лампочка на потолке моргнула. И тогда произошло нечто странное, из ниоткуда повеяло ароматом духов, которые когда-то носила настоящая мать Ани. В комнате стало светлее. Тень под кроватью зашипела и исчезла. Лена застыла. Кто здесь?» – прошептала она, озираясь. Свет усиливался. Олег почувствовал, как по комнате расходится тепло. Он поднялся, пошатываясь, и увидел, прямо перед ней появился силуэт женщины. Прозрачный, теплый, сияющий. Она была прекрасна. Лена, увидев это, в ужасе попятилась. «Нет, это невозможно!» – закричала она. Женщина, фигура которой начала четко проявляться. Протянула руку к Ане, и та взяла ее. Свет охватил девочку, окутал ее теплом. Лена заорала. Ее лицо исказилось, кожа пошла трещинами. Она начала пятиться, закрывая глаза от сияния. «Убирайся из этого дома», — произнес голос женщины, — «ты не имеешь власти здесь». Олег видел, как Лена заковыляла к двери, а ее тело начало менять форму, как глина, которую ломают. Она не выдержала света. Она вылетела из комнаты, с рыком, как раненый зверь, и исчезла в темноте коридора. Дверь за ней захлопнулась сама собой. Комната снова наполнилась тишиной. Аня стояла с опущенными руками. Женщина исчезла, как только исчезла Лена. Все вернулось в норму. Но Олег понимал, ничего не вернулось. Все изменилось. Он бросился к дочери, обнял ее. «Прости меня», – прошептал он, – «прости, что не поверил сразу». «Ты поверил», – ответила она, – «когда было нужно». Они провели остаток ночи в объятиях, не смыкая глаз.
Дом был пуст, но он больше не чувствовался безопасным. Утром Олег собрал вещи. Они уехали, быстро, не попрощавшись ни с кем. Олег не знал, куда ехать, но одно знал точно, надо было уйти подальше. Они нашли приют у его тетки в другом городе. Она жила рядом с монастырем, и когда узнала историю, отвела их к местному старцу. Старец долго смотрел на Аню, потом кивнул и сказал: «Ее душа сильнее, чем вы думаете. Но она теперь — цель. Они не забудут. Они будут искать. И что нам делать?» — спросил Олег. «Не бояться», — ответил старец. «Страх — это врата. А ваша любовь — щит. Но будьте начеку. Это еще не конец, только начало». Олег понимал. Он видел то, что большинство людей не видят. И теперь он не мог позволить себе усомниться ни на секунду. Он больше не прятался в шкафу. Теперь он стоял перед злом и защищал свою дочь. Олег сидел на полу, прижав к груди Аню. Она дрожала, но молчала. Часовня погрузилась в звенящую тишину. Свечи догорели, ладан оставил в воздухе едва уловимый запах защиты и тревоги. Казалось, само пространство задержало дыхание. Все было тихо, слишком тихо. Отец Матвей стоял у алтаря, держась за большой серебряный крест. Его губы шевелились без звука. Молитвы больше не читались вслух, они шли прямо от сердца. Он чувствовал, зло отступило, но не ушло. Оно затаилось. Аня впервые за все утро посмотрела отцу в глаза. Ее зрачки были необычно темными. Она шепнула: «Она здесь. Просто не может войти». «Кто?» – прошептал Олег, хотя знал ответ. «Она, мачеха, но уже не совсем Лена». Снаружи раздался слабый скрип, как будто ветка дерева медленно терлась о стекло. Только в часовне не было окон. Олег встал и подошел к дверям. Тяжелые дубовые створки с металлическими прутьями были заперты. Снаружи стояла плотная тень, словно сама ночь стояла в шаге от входа. «Олег», — раздался голос, — «открой». «Ты не понял. Это все ошибка. Я испугалась. Я потерялась. Я снова хочу домой». Это был голос Лены. Родной, привычный, теплый, до мурашек. Он почувствовал, как пальцы сами легли на засов. Но в ту же секунду Аня закричала. Это не она. Голос за дверью тут же изменился. Он стал рваным, искаженным, словно несколько глоток говорили одновременно. Из сладкого он превратился в яд. «Глупое», — зашипело существо, — «ты думаешь, свет в тебе защитит? Ты рождена для нас. Ты будешь нашей. Или он умрет». Дверь содрогнулась. Одна из петель скрипнула, будто кто-то снаружи царапал железо ногтями. Потом глухой удар. Дверь вздрогнула. Второй удар. Мелкие трещины пошли по рамке. «Круг еще держит», — прошептал отец Матвей, — «но ненадолго. Мы должны завершить обряд очищения. Немедленно». Он вытащил из сумки сосуд с маслом и старую книгу с потрескавшейся кожаной обложкой. Начал читать. Его голос звучал все громче. Двери снова содрогнулись, но уже не от удара. Снаружи что-то визжало, будто зверь, которому не дают войти в добычу. Аня тихо поднялась, встала в центре мелового круга. Она закрыла глаза. Тень, которая была внутри нее, вдруг начала медленно исчезать. Олег видел это, как будто что-то большее, сильнее ее, начало пробуждаться.
Отец Матвей шаг за шагом обошел круг, крапя святой водой, при этом выкрикивая слова, от которых воздух становился плотным. Вдруг Аня заговорила, но не своим голосом. «Во мне свет крови, цвет матери, которую вы убили. Цвет всех, кого вы хотели подчинить. Вы не возьмете меня». И тогда раздался звук. Не просто грохот. Это был вопль. Снаружи, внутри, в стенах, в полу, всюду. Он пронзал уши, словно лезвие. Дверь начала медленно открываться, несмотря на замки. Как будто чья-то неведомая сила разрывала металл. Олег бросился к дочери, но она остановила его рукой. Она стояла, маленькая, хрупкая, и вся светилась. Существо вошло. На месте лица, чернильное пятно, откуда росли длинные рога, тело, в платье Лены, но искривленное, ламающееся под неестественным углом. «Ты одна. Мы здесь. Мы были всегда. Мы, те, кто шептал в темноте. Те, кто дышал из-под кровати. Мы твоя семья». Аня открыла глаза. В них бесконечный свет. Чистый, белый, разящий. «Нет», — сказала она спокойно, — «у меня уже есть семья. И ты не часть ее». Существо заскрежетало и бросилось вперед. Но, не дойдя до круга, оно взвыло, свет отбросил его, как пыль. Оно рухнуло на пол, извиваясь, и начало таять, как лед под солнцем. Лицо Лены на секунду всплыло в дыма и прошептало: «Прости меня», а потом исчезло. Все стихло. Отец Матвей опустился на колени. Олег стоял, не веря своим глазам. Аня повернулась к нему, улыбнулась. На глазах у нее были слезы. «Я не одна, папа», — прошептала она, — «ты со мной. Мама со мной». Я просто помнила, что во мне есть сила. Она всегда была. Он подошел, обнял ее. Он чувствовал, она изменилась. Не только из-за того, что пережила. Аня стала другой, сильнее, глубже, почти взрослой. На рассвете они покинули часовню. Впереди была долгая дорога, жить заново, учиться смеяться, спать спокойно, смотреть на шкаф без страха. Но они знали, зло ушло. Прошли месяцы, Лена исчезла. Больше никто ее не видел. Возможно, она ушла далеко. Возможно, исчезла навсегда. Или просто стала тенью в чьем-то новом доме. Но Олег больше не боялся. Однажды ночью, уже в новой квартире, Аня проснулась и подошла к отцу. Он спал спокойно, впервые за долгое время. Она открыла шкаф. Он был пуст. Но на внутренней стенке была надпись, выцарапанная гвоздем. «Ты победила нас. Но другие ждут. Не закрывай глаза». Аня улыбнулась и тихо закрыла дверцу.